Сегодня впервые за очень долгое время проснулась сама пораньше. И это такой кайф просто выйти на крылечко, сесть на солнышке и понаслаждаться. Хотя сегодня очень пасмурная погода какая-то странная. Вот. Сижу с кружкой чая и просто думаю о том, какая все-таки прикольная жизнь. Я почему-то забываю об этой опции, что можно вот так вот просто выйти и посидеть и ни о чем не думать. Блядь, ноги опять волосатые. Как же заебало это. Но лазер не хочу. Я как-то делала лазер, и причем очень много сеансов, наверное, 10. Делала бикини и подмышки, конечно, волосы ушли. Но потом случился ковид, соответственно, все закрылось, и у меня все отросло обратно. А между прочим, каждый сеанс был просто адской болью. И это был самый лучший, безопасный и самый безболезненный лазер. Повторять я не хочу. Вообще я занимаюсь йогой очень давно. И у меня были периоды прям обсессии, когда я делала какие-то огромные практики каждый день. Я в Москве ходила в офлайн студии, но почему-то на Бали с офлайном у меня не складывается. Мне легче расстелить коврик дома и поделать какую-то хотя бы 15-минутную практику, чтобы запустить тело и чувствовать себя как бы уже молодцом с утра. На какие-то длинные, там, часовые, полуторачасовые практики мне не хватает, и я все никак не могу себя заставить ходить здесь, на Бали, просто в офлайн. Я не знаю, что произошло и почему мне так это тяжело. Ну и сейчас у меня был такой большой перерыв в практике, потому что я повредила локоть, он мне до сих пор вот не сгибается. Ну, кстати, давайте-ка посмотрим. Уже неплохо. То есть вот так вот я уже могу его согнуть. И это хоть что-то уже, поэтому я уже начинаю делать практики. Так, ладно, хватит пиздеть, надо уже заниматься. Занимаюсь я со своим тичером Леной Сергеевой по ее онлайн-урокам. Обожаю просто ее, обожаю. Дорогие мои, приветствую вас. И у нас сегодня с вами бонус. И, пожалуйста, садимся удобно, комфортно. Стопы вместе, пятки 2 сантиметра друг от друга. Потянулись макушкой вверх, вдох. Чуть сгибаем ноги в коленях, животом прижимаемся к бедрам, выдох. И нижний упор бакасана, выдох. Бля, это бакасана или что это? С верхним упором что-то у меня как-то непонятно. В подмышке. Есть. Блять, ну рука слабая, конечно, пиздец. У меня атрофировалась рука. Ну ладно. Мы не расстраиваемся. У меня же все-таки была травма. Опускаем стопы, вдох. Все, уже опускаем стопы. И садимся на коврик, выдох. Так, вот такая вот у нас тут красотка, вот с такими вот птичками, которыми она кормит 8, что ли, щенков. Это жесть. Она постоянно просто беременная и постоянно рожает. Моя соседка решила, что вот она сейчас выкормит этих товарищей своих новеньких, которые недавно родились, и стерилизует ее, потому что, ну, так издеваться над животным, это просто пиздец. Юля, соседка, показала мне, где лежат щенята, и я все собиралась посмотреть. Давайте сделаем это вместе. Надеюсь, я увижу их, блин. Так, у нас вот такая вот здесь есть полянка за Гестом. Конечно же, мусор здесь жгут и все такое. Там гуляют коровки. И вот там вот маленькие щенки. Что-то у меня есть подозрение, что она меня не пустит их посмотреть.
что она, скорее всего, доверяет только соседке Юле. Я, наверное, туда не пойду к ним. Я просто издалека сейчас сниму. Они вот там вот за моей спиной, в кустиках. Вот такая вот у нас. И вот там вот маленькие щенята. Видите, они там шевелятся. Я их писк слышу из своей комнаты. Короче, я пришла, там была мать, которую я вообще-то кормлю. Она меня не пустила к ним. А сейчас ее там нет, но я боюсь, что она меня просто застанет врасплох и цапнет. Хотя мне недавно ставили прививку от столбняка, и бешенством я не заражусь. Неплохо он на самом деле выглядит. Один из плюсов Бали, что здесь в стоимость почти всегда включена уборка раз в неделю. И это просто потрясающе, потому что убираться я ненавижу. У нас одни и те же женщины всегда это делают. Пока у меня клининг в комнате, это где-то минут 40, час. Мне нужно куда-то съебаться. И у меня сегодня нет особенно никаких планов. Я решила доехать до одного ресторана, который давно уже приглядела, с красивым видом. Ну, в общем-то, попить кокосика, почитать книгу, может быть, что-нибудь еще снять. Ну что, я приехала. У меня сегодня какой-то очень сомнительный аутфит. Я очень долго пыталась выбрать. И у меня гвоздем сегодняшней программы являются вот эти голубые газели. И в них так много цветов, что я каждый раз не понимаю, что одевать. Вроде бы вот так окей, но не знаю. В общем. Так, ну смотрим. Это все выглядит достаточно приятно, впечатляюще. Но самое крутое это вот. Сейчас мы с вами пойдем внутрь посмотреть, что там. Очень-очень хорошо. Hello! Здесь у нас вот так вот. Тоже очень красиво. А здесь у нас потрясающий вид, и я сейчас вот куда-нибудь вот туда вот сяду. В общем, не зря я приехала. Так, ну вот там вот специально для меня стоит вот такой вот стульчик. Для меня одной. Сюда я и сяду. Боже, это просто идеально. Я сейчас как засяду, как почитаю книжку, как расскажу вам про одну прочитанную книжку. Боже. Не зря вот меня иногда тянет в некоторые места, потому что, ну, блядь, это очевидно круто. На 100% уверена, что внизу девчонка. Ха-ха. Нет, это мальчик. Боже, полчаса устанавливала камеру. Везде все засвечивает, это некрасиво. Короче, я вчера дочитала книгу Мэтью Грегори Льюис «Монах». Если честно, я по этой книге услышала, мне кажется, не знаю, пару месяцев назад от одной девочки-блогера, которая ведет книжный блог. У нее охренительный вкус на литературу, она очень любит классику, очень классно о ней говорит, потому что копает прямо вот ну туда вот, философию вообще именно каждого автора. И тут она вот порекомендовала не русского автора, я удивилась. Так, у меня тут какие-то собаки пришли. Собаки. Прочитала ее очень быстро, вообще, мне кажется, за неделю. Читается очень легко и прям сильно рекомендую тем, кто хочет как бы почитать что-то, ну, просто простое. Но по смыслам и по сюжету вообще на самом деле непростая история. «Монах» не просто так называется, потому что история про монаха. И что самое интересное,
Автору, когда он написал эту книгу, было 19 лет, и ее опубликовали в 1796 году. Меня удивляет, что в 1792 году эту книгу опубликовали. Это типа про средневековую Испанию, и в ней задействовано очень много табуированных тем. Это, во-первых, как бы поношение церкви и всех священнослужителей. Во-вторых, это секс, похоть, что тут еще? Колдовство. Я вам забыла сказать, что это мистика. То есть здесь есть сатанинство, колдовство, секс и вот это вот все. Удивительно, как я вообще пропустила цензуру. В общем, роман скандальный, и к чему он меня подвел? К тому, что я ненавижу средневековье в Европе, вообще ничего про него не хочу знать. Европа, она мне кажется настолько грязнущей. Я вот представляю, как это все выглядит. Плюс даже, вот, как говорится, даже в церквях, где все свято, было нечисто. В общем, мне Европа пахнет грязью. И мне прям не хочется это все изучать. Интересно, что вот книга написана там 200 лет назад, и ничего вообще не поменялось. Вот человек ведется на 3 вещи: секс, деньги и власть. Вообще ничего не поменялось. Вот соблазны остались одни и те же. Это, так удивительно, что человек настолько вот примитивное существо. Мы вроде куда-то идем, а никуда не приходим. Я, привлекло, что это что-то такое провокативное. И что тут есть и секс, и соблазнение и так далее, но некоторые вещи, правда, жестокие. Но в целом мы с вами не такого говна повидали, поэтому нормально. В общем, ставлю этой книге, наверное, 4 из 5. На один раз 100%. Я не уверена, что буду ее перечитывать, но прям рекомендую. Я сказала про то, что Европа была грязная. Вспомнила, историю про то, что раньше все из Петербурга уезжали на лето куда-нибудь, условно, на даче, да, все имели дачи и все уезжали. Почему? Потому что Петербург вонял. То есть, если зимой это все замерзало, все там канализации, по-моему, даже еще не было, не знаю, насчет не уверена. Но даже если она была, все равно было очень грязно. Между камушками мостовых, всех, которые выложены, да, которые до сих пор есть в Питере, застревал навоз. И это все, конечно же, никто не чистил. Естественно, летом, когда наступала жара, это был пиздец. Поэтому все высшее общество из Питера уезжало. Собственно, грязно было везде, но Европу все равно не хочу изучать. Так, я, решила проверить, что это здесь такой за отельчик, какой-то бассейнчик. Сейчас покажу. Посмотрите. Это отельчик. Посмотрите, какие-то тут бунгало. Вот так вот выглядит. Стоит 600 кей. Здесь вот такая вот улочка. Прикольная здесь какая-то, такой домик на отшибе. Там вот коровы. Так, а там за забором играют детишки. Прикольно иногда вот так вот посмотреть какие-то новые места, которых я не знала. И на Бали очень много мест, о существовании которых ты даже не подразумеваешь, нет, не под... Места, о существовании которых ты даже не... В пизду, не знаю. Все, let's go home. Привет, мой хороший друг.
Песик. Это что за песик у нас? Вот такой вот у нас еще есть вот классный соседский песик. Это Пипа. Она интровертка, как я. Все, к маме пошла. С ума сойдет. Короче, это проще. Это как костыль, на который вы опираетесь. И часто мы это делаем даже бездумно. Потом, если голос Меладзе убрать, и вы остаетесь под минус, то тут уже начинаются вот такие глаза. Короче, у нас сегодня урок пения в нашем клубе, чтобы раскрыть горловую чакру, заявлять о своих каких-то желаниях. Это пиздец как стыдно. После ударного слога вы спускаетесь. И от бессонницы когда-нибудь. Так, Сашуль. У меня сердце забилось, просто тахикардия пришла сейчас. Блин, почему так? Она бредовая, она неверная, и от бессонницы когда-нибудь, наверное, с ума сойдет, а я люблю ее. Вот. Отлично. Она женщина, горяча и бешена, а внутри соленая, словно кровь. Текила, любовь. Короче, это мой первый в жизни урок по вокалу. И вот в такой группе, еще с таким преподавателем. Это одна из участниц моего клуба. И вообще, это урок был в рамках моего клуба для раскрытия, ну, условно, горловой чакры. Это про то, чтобы заявить о себе, проявиться, занять место и так далее, просто сказать, я есть вообще-то здесь. Это вот про это. И, конечно, с голосом нужно работать, может быть, петь просто для удовольствия, не для того, чтобы хорошо петь, а просто издавать какие-то звуки. И самое главное, я заметила, что мы все пришли в ужасном чувстве стыда. Было так стрёмно, и мы так не хотели ничего это делать. Я вообще не хотела прийти, но мне нельзя, потому что я должна, потому что это мой клуб. Но по факту все думали только о себе. Никто вообще никого не осуждал. И когда пели другие, я в это же время с выключенным микрофоном тоже пела. И я даже, если честно, не слышала там фальшивые, не фальшивые ноты были или что-то такое. Даже если кто-то фальшивил, это не воспринимается как какой-то пиздец. Это, блин, так интересно, что я думала только о том, как я пою сейчас. И только я сама себя оцениваю. И для чего стыдиться? Очень интересно. Так, мы пришли в Хэтч, здесь очень шумно, как обычно. Здесь реально прикольные штуки. Все не очень дешево, не за копейки, но тем не менее можно найти очень классные штучки. Например, такие вот принты. Я вообще обожаю все, что можно повесить на стены, иметь какой-то гиперфикс на всяких картинках, типа украсить все стены в комнате. Но чем я хочу заняться, скорее всего, один из этих принтов я куплю. Wow. This one is 50, and the box is 3 for 100. 3 for 100. 75. 75. That one is... Смотрите, что я нашла. Вот такие вот прикольные пластиковые колечки. Вообще необычные. Сейчас еще покажу что-нибудь.
Есть вот такие вот большие прям. Есть всякие необычные по типу вот такого. Ну, блин, прикольно выглядит, очень мне очень нравится. Вот такой вот, например. Здесь девочки делают себе кастомный такой кейс для телефона, чехол. Можно наклеить разные наклеечки. Вот у девочки, например, все розовенькое и ракушки. Смотрится прикольно достаточно. В общем, Хэч реально иногда очень прикольное место, туристическое немножко, но очень улуватское. И если вы хотите купить какие-то подарки или себе приколюхи, то от купальника до чая и украшений можно купить там. What? You need to come because bike is not starting. You have the key. Одно из очень прикольных мест это Брау, который здесь покупаем хлеб, который я, конечно, не ем, и который, говорят, это не самых лучших, но здесь в целом как бы очень прикольно, очень стилево. Как в целом во многих местах на Бали голубато, а для меня нет. It's crazy. Can we order, please? Yok, okeyim ben. Ya başka bir şey çıkmaz bana zaten yani. Burada alırım. Туалеты на Бали это тоже отдельный вид искусства. Мне, конечно, очень обидно, что в таких местах я вообще практически ничего не могу поесть, потому что все с глютеном. Я вам не рассказывала еще эту историю про глютен, что мне его нельзя. Вот. Но ничего, я всегда выбираю хоть какую-то позицию, она не всегда самая вкусная, но тем не менее. Я заказала какой-то боул с курочкой, и, кстати, он оказался очень вкусный. Мне очень понравился. Okay. No, not okay. Скучаю ли я по хлебу? Конечно же, скучаю. Особенно, когда рядом лежит только что приготовленный, свеженький, дрожжевой. О май гад. Но это уже стало моим образом жизни. Довольствуюсь тем, что есть. И безглютеновая еда тоже очень вкусная. Но скучаю по хлебу и по пиву. Which tours are you coming? Where are we going? Kind of, you know. Otherwise. Мы приехали в Ля Террас, это место рядом с Сингалфином, точнее пониже чуть-чуть, буквально на один этаж в скале, встретить Загатну, правда он не очень вышел, но я разрешила даже себе выпить аперольку. I guess it's just for restaurant, just kind of promo, maybe real. Чтобы вы не думали, что каждое утро на Бали это тишина, звуки природы и так далее. Сейчас вам покажу, что вообще здесь происходит. Это вот я сижу, как обычно, на своей террасе. И вот там вот, не знаю, видите вы или нет. Ой, сейчас неплохо видно. Вот там вот, короче, чел жжет мусор. Уже все утро, я не знаю, что он там принес полрайона. Видите, даже испортил дерево и подкоптил его. Естественно, это очень сильно пахнет, и я, если честно, даже не знаю, насколько это вообще, насколько это вредно для организма. Вот там, блядь, стройка, периодически оттуда сверлят. Вот тут вот тоже, вот там вот, видите, камни.
привезли новые камни, будет новая стройка. Так что я думаю, что искать новое место для житья-бытия. Конечно, можно везде наткнуться на такой сюрпризы, на такие. Особенно если у вас перед окном есть какой-то пустырь, его могут в ближайшие 2 месяца застроить. Это проблема Бали. Ну, типа, это бесит. И мусор это тоже бесит. Я дочитала 2-й том «Бесед с Богом». Он о каких-то уже таких более общих вещах по типу экономики, мира, экологии, правительств. И, как видите, выделяю стикерами подчеркнутые слова, чтобы потом, ну, во-первых, цитировать, а во-вторых, чтобы сделать пост в телеге. Я люблю цитаты выписывать. Здесь важная мысль про то, что мы вообще не тем, наше человечество не тому обучает детей в школе. И вот, условно, Бог предлагает, почему бы вам не ввести в школе, в университете такие курсы, как сила понимания, улаживание конфликтов мирным путем, составляющие надежных отношений, индивидуальность и создание самого себя, тело, разум и душа, как они функционируют. Господи, да, занимательное творчество. Как быть довольным собой и ценить других. Радостное самовыражение в сексе. Справедливость, терпимость, различие и сходство. Вы просто представьте, если в школе детям будут преподавать такие предметы. Вот тогда мир начнет меняться. Если бы весь мир шел за тобой, то ты был бы доволен тем, куда ты его привел. Я довольна тем, куда я мир веду. Мне кажется, что мне бы... Это опять разделение ума, мне бы поумнее, тогда бы я привела куда-нибудь в более хорошее место, но я считаю, что у меня добрая душа, и что она все-таки уже стремится к единству, и я бы могла привести мир куда-то в хорошее место. Собственно, чем я и занимаюсь. Может быть, это высокопарно звучит, но у меня есть ощущение какой-то миссии, вот этой передачи знаний. Мой клуб, он об этом, о том, чтобы показать, помочь людям, что можно посмотреть на все немножечко другими глазами, точнее, с другого угла. И, короче, да. Итак, в чем, наверное, главная мысль второй книги, ну и в целом главная мысль книги «Беседы с Богом»? Это даже не то, чтобы главная мысль книги, это главная мысль нашего бытия, наше существование. В том, что Бог проявился через нас, через наши души, через миллиарды душ, чтобы познать самого себя, потому что он находится в абсолюте, это ничто и все одновременно. И в какой-то момент, давайте скажем так, ему стало скучно, он захотел познать себя больше и разделился на миллиарды своих частей, божественных частей. И каждая эта часть условно забыла о том, что она вообще-то божество, она есть часть Создателя, и души начали проживать свой опыт, потому что только через проживание опыта Бог может познать, кто он вообще такой есть. И здесь возникает вопрос у многих, почему так много в мире как бы злого, плохого и так далее. Но первый момент, для Бога, для души, а душа — это часть Бога, нет понятия хорошее и плохое, есть просто опыт. То есть, когда мы проживаем какие-то страдания, во-первых, мы сами их окрашиваем как что-то плохое, а наша душа просто испытывает там, не знаю, разочарование, боль и так далее, разные оттенки боли, разные оттенки страданий. От этого она кайфует, она снова что-то узнает о себе, и, собственно, Бог узнает что-то о себе. Ну, условно, давайте так назовем, об своих возможностей и чувствования. Второй момент, мы можем познать условно что-то хорошее, только если мы познали что-то плохое. Как мы можем узнать, что это счастье, если мы не знаем, что такое несчастье? Поэтому наш материальный мир дуален. Поэтому эго, собственно, делит все вот на такие категории: белое и черное. Правду говорю. И еще один важный момент, что Бог наделил каждую душу, потому что это часть Его, а не что-то отдельное, свободой воли. И все, что делает душа в этом мире, все опыты, которые она проживает, это выбор души.
Это не божественный какой-то замысел, это даже не судьба, которая предопределена. Это просто выбор. Каждую минуту, каждая душа, я, ты, там кто-то еще, мы решаем, что мы будем делать в следующую минуту, что мы будем делать прямо сейчас. Вот прямо сейчас я просто соскочила со стула и решила вам это записать. Значит, моя душа хочет этого опыта. Возможно, вы сочтете, что я какая-то ебанутенькая, но у меня вот есть этот порыв, и я сейчас уже не останавливаю эти порывы, потому что я считаю, что они важны. Так, у меня, походу, желтеет листик, и не один, это пиздец. Все-таки алаказия у меня, походу, накрывается медным тазом. Ну, ёб твою мать! Именно поэтому, когда автор, условно, Богу задает вопрос, почему же столько бед в этом мире, почему там где-то люди голодают, где-то людям нет должной, там, не знаю, медицинской помощи, где-то еще столько зла, экология вообще у нас в пролете. Бог отвечает, ну, вы души это выбирают. Вот души огромного количества, не знаю, миллионов людей выбрали такой путь. Они каждый день это выбирают. И в наших силах выбрать что-то другое. Понятно, что мы не можем выбрать за миллион людей, но мы можем выбрать за себя, чтобы проживать эту жизнь в соответствии с тем, вообще, кем является наша душа, кем мы являемся. А мы являемся созидателями этого мира. И я пока это перевариваю, что на уровне своего опыта я могу делать для того, чтобы менять мир. Я могу вещать, я могу говорить об этом. И как вот уже говорит тоже автор, что ты можешь прям делать прямо сейчас? Дари, эту книгу своим друзьям, людям, которым, ну, ты видишь, что они сейчас воспримут эту ситуацию. Может быть, они посмотрят на свою жизнь, на свой опыт с другими глазами. Поэтому я выбираю говорить. Хотя, конечно, немножечко мне сердце бьется, и кажется, что это могут вообще не понять. Да и, собственно, похуй. Даже если поймет, там, не знаю, 3 человека, о чем я говорю, это будет прекрасно. И, соответственно, я несу вот это знание. Поэтому подумайте, пожалуйста, точнее, понаблюдайте за собой, какие вообще опыты вы создаете, что вы создаете прямо сейчас, какие эмоции вы сейчас испытываете ко мне, в первую очередь. В общем, какие-то такие мысли. Весь мир, который сейчас существует, который просто разваливается, это лишь отражение того, что мы делаем, каждый из нас, каждый день. Что мы выбираем. И вот в заключении уже книги есть такая мысль, что есть другой путь, не тот, который приводит к этим катастрофам. Но мы его не найдем, если будем его искать. Мы найдем его только создавая его. И мы не создадим его, застряв в старых верованиях. Поэтому создаем новые опыты, создаем, ну, условно, добрые опыты. Хотя добро и зло здесь, конечно, нельзя вообще применить это слово. Ой. Короче, все, я выключаюсь, блядь. Я постоянно говорю о том, что я в финансовом кризисе. Также я маленькая, я бы просто бы охренела от такой роскоши. Просто сидеть на Бали, встречать закат, провожать закат и есть фисташки. Ару.